Добрый день, уважаемый Виктор Геннадьевич, уважаемые коллеги. Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности, когда растет недоверие в межгосударственных отношениях. Предпринимаются попытки подорвать основы международного права, игнорируются интересы суверенных государств. Используя технологии цветных революций, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты целенаправленно нагнетают напряженность и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран. Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран. По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах союзного государства, где надо продолжать наращивать свое передовое присутствие. Непосредственно в наших границах совершенствуется военная инфраструктура Альянса, создаются запасы материально-технических средств, вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской якобы противоракетной обороны, пусковые установки которые могут использоваться для ударного оружия. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Министерство обороны России рассматривает обеспечение военной безопасности союзного государства в числе приоритетных задач. Важнейшим координирующим механизмом в ее решении является совместная коллегия Министерства обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Сегодня мы впервые проводим заседание в режиме видеоконференц-связи. Тем не менее уверен, что качество нашей работы от этого не пострадает. Отмечу, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не смогли понизить интенсивность военного сотрудничества между нашими странами. Продолжается формирование единого оборонного пространства в границах союзного государства. Принята общая военная доктрина, функционируют региональные группировки войск, а также единая региональная система противовоздушной обороны. Организовано совместное военное планирование. Основное внимание уделяем подготовке вооруженных сил. Это совместные штабные тренировки, объединенное командование группировки стратегического уровня, учение «Запад» и «Щит Союза», совместное учение тренировки на уровне видов вооруженных сил, родов, войск и специальных подразделений. В конце сентября белорусские военнослужащие приняли участие в учениях «Кавказ-2020» на полигоне Капустин-Яр, а подразделения российских воздушно-десантных войск и белорусских сил специальной операции провели в Республике Беларусь совместное учение «Славянское братство-2020». Кроме того, отрабатываются задачи в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в форматах международных организаций, в первую очередь ОДКБ. Так на днях завершилось миротворческое учение «Нерушимое братство-2020», которое показало рост выучки и слаженности наших войск. В рамках соответствующих программ союзного государства совершенствуется военная инфраструктура, развивается система технического прикрытия железных дорог регионов. Считаю, что уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере является оптимальным. Уверен, что сегодняшнее заседание пройдет в конструктивном ключе, будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия наших военных ведомств и укреплению обороноспособности союзного государства. Уважаемый Сергей Кужугетович, уважаемые члены совместной коллегии и участники заседания,
Позвольте поприветствовать всех вас от себя лично, от имени белорусской части совместной коллегии. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие, как и всегда, позволит продолжить поступательное развитие белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Хочу подчеркнуть, что события текущего года стали самым настоящим вызовом для международного сообщества ввиду обострения военно-политических и экономических противоречий между субъектами международного права, имеющихся неурегулированных региональных конфликтов, попытки проведения цветных революций, а также сложной эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19. События, происходящие в нашей стране с августа этого года, являются ярким тому примером. Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств, предприняли попытки неукоснительной смены власти. Только лишь благодаря слаженным действиям органов государственного управления белорусского народа нам удалось спасти страну от беззакония и произвола. Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое для нас время. Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления. Не остается в стороне и военная составляющая. За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих. В непосредственной близости от нашей границы осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии Соединенных Штатов. Увеличивается количество крупномасштабных многонациональных учений стран, членов НАТО, проводимых на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств. Продолжается девальвация международной системы контроля над вооружениями, вызванная односторонним действиями Соединенных Штатов Америки при поддержке союзников по Альянсу. Об этом свидетельствует выход из договора об ограничении систем противоракетной обороны, отказ от дальнейшей ратификации адаптированного договора об обычных вооружениях силах в Европе, выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и, наконец, завершение процедур выхода из договора по открытому небу. Все это звенья одной цепи, направленные на подрыв международной и региональной безопасности и обеспечение правового поля для милитаризации европейского континента за счет постоянного американского присутствия. И это происходит у наших общих границ союзного государства. Мы, как институты наших государств, отвечающие за военную безопасность, должны прореагировать соответствующим образом. У нас единая региональная группировка войск, а также единые взгляды на угрозы в военной сфере в восточноевропейском регионе и вопросы обеспечения безопасности. Целью сегодняшнего заседания мы с нашими российскими коллегами ставим в первую очередь организовать практическую работу по созданию и укреплению необходимого совместного военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против союзного государства. В интересах обеспечения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации продолжается реализация программ союзного государства, связанных с развитием и совершенствованием единой системы объектов военной инфраструктуры, планируемой к совместному использованию. Убежден, что решения, принятые по результатам нашей совместной работы, станут действенными ориентирами для наших вооруженных сил в вопросах обеспечения военной безопасности союзного государства.